И вот мы приехали в Ялту. Все красиво. И море, и растительность, и горы. Ну, не передать атмосферу, конечно. Третий день в санатории, и все ходим по территории. Никак не дойдем до маршрутки, чтобы попасть под Ялту. Семииз, Гурзуф. Сегодня идем к Гагаринскому парку, который в 50 метрах от военного санатория. Такие узкие улицы в этой Ялте. Начался Гагаринский парк. Это вот такая аллея. И, конечно же, пальмы стоят. Вечером на них уже такая иллюминация, освещение. Ой, ой, а это что такое? Что это такое? Кто скажет, что это такое? Кактус, что ли? Очаровались и купили в Ялте квартиру. Правда, стоит такая квартира. Если хочется, то получится. Ой, вчера еще вечером увидели такую прям бамбуковую рощицу. Потрогать хоть его. Ой, красавица. Лыжные палки будущие. Как вы думаете, что это? Такая придумка хорошая. А оказывается, это макет такой акватории Черного и Азовского морей. Вот мы стоим на территории Украины. Вот, пожалуйста, перешеек Чингарский. Подходим к Херсону. Мы шли на Одессу, а вышли к Херсону. Николаев, пожалуйста. Одесса. И пошли по побережью. И, наконец, Новороссийск, Керчь и, пожалуйста, Крымский мост. Ой, а там и Феодосия родная, и Ялта, и символ Ялты. Пальмочки. Так что мы на территории уже России. Тут за 10 минут прошли по всему побережью Черного моря и Азовского даже. Спускаемся по ступенькам на нижний ярус парка. Такая территория огромная, ухоженная, большая. Целый день можно ходить, не наскучит. Подходим к дому Чехова. Объявление на 3 языках. На русском, на украинском и на крымско-татарском. Заходим. Да, спуск крутой. Как же Антон Павлович здесь с больными легкими поднимался. Территория не очень большая, но такая колоритная. И внизу и бамбук растет, и розы, и магнолии. Касса и начало осмотра. QR-коды проверили и разрешили войти. Вот Антон Павлович казался всегда таким взрослым, а прожил всего 44 года. Сколько всего сделал. 20-томник произведений. 4 школы построил. Содержал общественную библиотеку, пополнял ее в течение всей своей жизни. А земским врачом 35 деревень обслуживал один. Как это вообще возможно? Пошли в мемориальный комплекс. Уже подготовился к Новому году. Уже елочка, набор инструментов доктора Чехова. Вот зашли на территорию Белой дачи Чеховской. 37 соток участок. В 1899 году молодой архитектор Шаповалов ему спроектировал и строилось 10 месяцев. Я у экскурсовода спросила, как же ему здесь с его легкими, не тяжело было? Она говорит, нет, наоборот. Раньше таких высоток же не было. С моря морской воздух сюда доставал, а тут горный и морской встречались. Мне было очень даже ему здесь неплохо. Да, можно было тут вдохновляться.
И дам с собачкой же здесь написал на белой даче. Полнейшее умиротворение. Ах, магнолия. Сейчас посмотрим, может, шишечку с дачи чеховской. Вот такая верандочка тут у него. Красиво. Все закрывает от полуденного солнца, от жаркого. Пересыхал, приходилось приносить воду ведрами из реки Учанцу, что, конечно, было нелегким занятием, поэтому на участке запасали еще дождевую воду. Но здесь обратите еще внимание на чеховскую грушу, которая плодоносит уже 120 лет. За грушей небольшая бамбуковая роща, корневище бамбука тоже сохранилось со времен писателя. И, возможно, Антон Павлович хотел сделать из бамбука удочки. Он был страстным рыболовом. Со времен писателя здесь также сохранилась магнолия крупноцветковая. Редко магнолии живут более 90 лет, нашей уже 120. Она тоже каждый год цветет. Всего было 3 кедра, и они должны были защищать этот дом от холодных ветров зимой и давать тень летом. Вы можете себе представить, что при жизни Чехова сад выглядел совершенно по-другому. Здесь были только саженцы, так что мы с вами видим воплощенную мечту Антона Павловича. Сад, каким он хотел бы его видеть. Вот перед вами тот самый дом, в котором Антон Павлович прожил последние 5 лет своей жизни. Дом построен из крымского камня, стены здесь толстые, и за счет этого в доме было всегда прохладно. Виды с участка открывались великолепные, и писатель говорил о том, что у меня с участка открываются не виды, а рахат лукум. Возле окна стоит обеденный стол. В семье его шутливо называли сороконожкой. Комната жены писателя Ольги Леонардовны Книппер. В этой комнате все вещи принадлежали ей, и над диваном можно увидеть портрет Ольги Леонардовны. 25 мая 1901 года они обвенчались в Москве в небольшой церкви. Сама церемония была закрытой. Чехов ничего не сказал даже матери, а в день свадьбы отправил телеграмму со словами: «Милая мама, благословите, женюсь». Дом уже, кстати, был достаточно современным по меркам того времени. Здесь уже провели водопровод, канализацию, печное отопление. Ну а первый этаж был цокольным, то есть здесь комнаты для родственников и гостей, а сам писатель жил на 2-м этаже. На двери сохранилась медная табличка с фамилией писателя по старой орфографии, механический звонок и даже ключ у нас чеховский, единственным экземпляре. До сих пор этим ключом закрывать и открывать дом. Это флигель, здесь размещалась у Чеховых кухня и 2 комнаты для прислуги. На кухне была настоящая русская печь, 2 холодильника деревянных, потому что электричества в доме еще не было. Лед в холодильниках был натуральным, и его привозили с вершины горы Айпетри. Архитектор Шаповалов специально так сделал, чтобы писатель мог работать как можно дольше при дневном свете. Конечно, не было пленки на стеклах, не было таких высоких деревьев, и отсюда открывался великолепный вид на Ялту. Обратите внимание также на камин с правой стороны. Значит, вот посмотрите, прямо в центр камина вмонтирован этюд художника Левитана. Сохранились и ламбрикены здесь. Антон Павлович их, скорее всего, покупал в Ницце. Часы сохранились московской фирмы «Буре». 1 мая 1904 года из Ялты уехал в Москву. Из Москвы по совету врачей в город Баден-Вейлер, в Германию. Но у него уже была открытая форма туберкулеза, лечение не помогло, и писателя не стало в возрасте 44 лет. Скончался, на руках у жены. Но свою экскурсию завершу такими словами. В своей жизни Чехов серьезно ошибся только 1 раз, когда сказал, что читать меня будут лет 7. Потом добавил, 7,5, потом забудут. В этом году исполнилось уже 117 лет со дня его смерти, но вы видите, что, конечно, не забывают. Пьесы ставят во всех театрах мира, рассказы переведены практически на все языки. А здесь, в Ялте, сохраняется его дом, в котором осталось самое ценное. Это чеховская атмосфера, которую, я надеюсь, вы прочувствовали, когда осматривали его комнаты. Ну а я вас благодарю за внимание и желаю вам хорошего отдыха в Ялте.